То, что вы пишете, подвергается алгоритмизации. Комментарии подвергаются алгоритмизации. А это уже указывает на априорно существующую информационную архитектуру реальности. Значит, вы просили больше рассказать про конфликт между материалистами эпохи Просвещения и Западным католическим институтом. Это все часть единой картины. То, что сейчас происходит, воспроизводится во времени снова и снова и снова и снова. То есть смотрите, у нас есть ядро. Ядро – это наши базовые вероубеждения, понимаете? Это вот то, на чем состоит вся цивилизация, то, во что мы хотим верить, то, во что нам комфортно верить. Так вот, раньше это ядро априори было теистическим. То есть это было абсолютно нормально для человека мыслить в категории, что мир сотворен, и мы все в нем лишь производные творения, то есть созданные творения. То есть вы рождались, вы видели, что так мыслят вокруг вас ваши родители, так мыслят люди, которые проходят на улице. Это вот была такая дефолтная норма, то есть мироощущение по умолчанию. Проблема в том, что определенные институты начинают монополизировать это сообщение и постулировать себя в качестве его ключевых носителей. То есть Западный католический институт, католическая церковь, это не просто, понимаете, была какая-то религиозная организация, как вы сейчас ее представляете. Вот представьте корпорацию, огромная корпорация, которая владеет пароходами, недвижимостью и постулирует себя как прямой филиал внешней системы на Земле. То есть они говорят, вот мы – это прям вот конкретно представительство Бога на Земле. Вот это такой внутренний догмат католической церкви. Пожалуйста, сейчас многие в комментариях, естественно, загуглят и скажут, официальный документ немножечко другой. Вы не знаете определения, что такое католическая церковь. Это, по сути, было вот так вот. Кто был неудобен этой позиции? Как только появляются какие-то ученые, которые знают больше, чем институт, то есть какие-то там астрономы, которые выводят движение небесных тел, они сразу же подвергают под сомнение монополию на истину. То есть вот они неудобны. Дальше, что делает институт? Начинает защищаться. Точно так же, как я рассказывал, начинает строить защитный пояс. Из чего строится защита? То есть нужно доказать, что сказать, что вот этот ученый, который что-то там вывел, кто он? Он лжеученый, он несет ересь, безумец. А таким образом происходит что? Происходит патологизация сообщения. Это конкретная стратегия по защите парадигмы. Вместо того, чтобы по существу говорить о том, что вывел этот ученый, он просто называется маргинальным или философом, или мракобесом, для того, чтобы заткнуть ему рот, для того, чтобы он не подвергал сомнению ядерный постулат. Это вот одна из стратегий обороны. Загляните в комментарии под этими видео. Что вы там увидите? Те, кто стоит на материалистических позициях, пишут, занимается лженаукой. Модель не является формальной, а поэтому не является моделью. Те русским языком в каждом сообщении написано модель. Я сейчас говорю про нашу модель ИАМР. Она онтологическая, она неформальная. Под нее еще нужно разрабатывать математический аппарат. Коперник вначале ввел онтологическую модель. Много лет спустя Кеплер разработал математический аппарат под нее. Вначале модель объясняет аномалии, потом уже формализируется. Они говорят, нет, аппарата нету, значит, это не модель. Это классическая стратегия завалить аспиранта на защите диссертации. Вы можете мне не сказать, я прекрасно знаю, как это все работает. У меня вся семья доктора наук. Я не играю в ваши игры. Я еще в первом ролике сказал, эта модель получит сопротивление в действующей парадигме. Она не придет сверху вниз. Вам не напишут тысячи СМИ. Британские ученые доказали, новое открытие науки, исследования ведутся. Такая модель может прорасти только снизу вверх. Вот почему надо распространять эти видео. Они институционально будут давить эту модель, исходя из априорно сделанных предпосылок. Что пишут в комментариях? Нельзя разбирать религиозные тексты как данные. Тебе это кто сказал? Если религиозный текст ставит конкретные условия своей фальсификации, значит он подвергается научному анализу. А ты
подвергаешься пропаганде своей догме, которая знает, что не может победить религиозный текст, и поэтому априори положила ее в черный ящик. Мы к этому относимся как к мифам. Теперь смотрите, я, конечно, кричу эти страшные вещи там про пропагандисты и так далее, но на самом деле это вот просто инерция института. То есть вот так человек растет. Вот представьте, догма, вот у нас сейчас догма, материализм — это истина, он объективно не является истиной. Это папина парадигма. Но озвучивать это публично нельзя. Вы говорите, что нет никакого запрета, а вы посмотрите, что с учеными происходит, которые начинают что-то там говорить о разумном замысле. У них почему-то вот они лишаются грантов, их не публикуют в журналах. Такое себе может позволить вот только тот, кто уже там на пенсию вышел, которому уже вообще в принципе все равно. Потому что ядро использует гейткипинг, оно использует все свои инструменты для того, чтобы задавить опасную и неудобную атакующую ее гипотезу. Далее в ход идет что? Редукция. То есть редукция — это когда сообщение просто, ну, подвергается такой нивелизации. То есть, ну это просто, например, там файлово-серверная какая-то интерпретация. Ничего особенного, просто философия. Ученые всегда используют этот ярлык. Ярлык философ — это удобный способ поместить другого ученого в черный ящик. То есть они как бы говорят, ну это просто философия, значит не фальсифицируемо, значит не является наукой. На самом деле это уничижительный ярлык. Это не так, что философ, как хорошо. Далее, третий пункт, который еще используется, это дробление. Дробление — это когда вы берете из модели, ну или вообще из сообщения какой-то один момент, вот какой-то небольшой, допустим. Вот я не согласен с одной строчкой, которую вы указали вот так вот. Дальше эта строчка превращается в соломенное чучело, то есть она также там редуцируется, а потом, когда минимально опровергается вот хотя бы одна строчка, делается логический скачок, то есть генерализация, на основании которого пытается быть опровергнута вся новая парадигма. То есть это чистый аргумент от дробления. Потом еще идут всякие разные аргументы, например, ой, ну это все уже было, да мы наукой занимаемся, мы тут не сочиняем какие-то сказки, не пишем новые песни, не занимаемся плагиатом. Все равно, что сказать, я не знаю, там, ой, Эйнштейн, общая теория относительности, ну это что-то там про гравитацию, это же было у Ньютона, ну это вторично все и так далее. Куча этих ученых, которые говорят, да, Вольфрам, Уиллер, Тегмарк, они говорят об информационной архитектуре, но не архитектуре. Они говорят об информационной природе. Они говорят о первичности материи все равно. Они находятся в старой парадигме. Они не хотят менять эту парадигму. Мы же строим модель на основе всех данных, включая религиозные тексты, которые объясняют суть и смысл системы, в которой мы находимся. И вот если вы посмотрите паттерны, по которым написаны сообщения, вот ровно так же и защищается вообще вся парадигма. Потому что материализм по своей сути это неоязыческий культ слепой материи, которым заразилась так называемая секулярная цивилизация. То есть они верят как в догму, в постулат, который они не могут доказать научным методом. То есть у них нет никакой формулы, у них нет никакого контрольного эксперимента, никто никогда не наблюдал макроэволюционные изменения в истории человечества, они не воспроизводились в лабораторных условиях, но они верят, что именно это объясняет в итоге зарождение всей жизни. То есть это чистый аргумент от веры, и они будут защищать эту веру точно так же, как католический институт защищал свою монополию на истину. То есть они подвергали редукции и дроблению сообщений ученых и патологизации самого автора этих сообщений. То есть тот же Галилей подвергался патологизации, сидел под домашним арестом. Там Джордано Бруно их вообще там казнили, сжигали на костре. Почему? Потому что они угрожали парадигме. Они говорили, материалисты говорили о том, что ваша модель неверна. Вот у нас есть наш прогресс, наш разум, который опровергает ваши догмы. И они во многом были правы, потому что у католического института не было информации реальной. То есть им не поступала информация от внешней системы, чтобы опровергать или как-то быть впереди у этих ученых, которые использовали научный метод. Вот он и весь конфликт, как зародился. По результату этого конфликта в итоге что произошло? Старая догма католическая помещена в черный ящик под названием религиоведение. Новой догмой стала вот эта вера в прогресс. Вера в прогресс, что у нее то же самое ядро, только теперь о самозарождающейся слепой материи. И что дальше происходит?
та же самая патологизация, редукция, дробление всех несогласных. Вот как это работает. Вот как защищаются институты. То есть паттерны, видите, сами паттерны бесконечно воспроизводятся в истории. Одни и те же вещи, просто меняются их носители, меняются их догмы. Дробление на самом деле это еще и институциональная особенность материализма. То есть что они делают? Они берут и занимаются энтропийным дроблением науки. То есть каждый ученый занимается в своей узкой нише. И как следствие он не видит всей картины в целом. То есть он не видит целостной архитектуры. И поэтому там ваш любимый Дробышевский, конечно же, в своей антропологии ему кажется все логичным, все прекрасным. Вот череп превратился в другой череп, макака превратилась в человека и так далее. Но когда ему задают вопрос: "А что с абиогенезом? Как вообще это произошло?" Что он отвечает? Посмотрите внимательно. Он говорит: "Ну, это к биологам, это я вот этим не занимаюсь. У меня вот тут вот мыльный пузырь есть мой, в котором у меня все логично, а этим пусть занимается кто-то другой". И на всех уровнях организации исследовательской программы происходит то же самое. То есть одни занимаются космосом, другие занимаются биологией. У всех все в своем секторе отлично, логично, но в общей картине абсолютная мешанина. То есть они не могут логически когерентным образом объяснить весь мир. Из-за того, что они в этом институте. Значит, опять же, еще раз, только не надо думать, что это все какой-то там вот заговор. Вот я там сказал, что они религиозные фанатики. Они религиозные фанатики, потому что это оправдывает их картину мира. Но при этом это все следствие вот инертности институтов. То есть институты, понимаете, вы вот учитесь в среде, где все так думают. И сама мысль о том, чтобы взять и сказать: "А знаете что? Мы все производные творения, нас всех кто-то создал". Это маргинальная мысль. То есть вы сразу же думаете: "Ой, ё-моё, на работе меня могут уволить, мои друзья подумают, что я религиозный фанатик", и так далее, так далее, так далее. И вот по этой инерции вы просто отсекаете эту мысль. То есть конечная цель всего этого механизма — это когнитивное вытеснение аномалии. То есть вам нужно эту информацию вытеснить из рассудка. Вам нужно налепить ярлык там: это все лженаука, это все мракобес. И что, ради чего вы это делаете? Чтобы потом можно было спокойно дальше существовать в своей комфортной обстановке. То есть вы когнитивно вытеснили неудобную вам аномалию, вы перестали об этом думать, и дальше вы живете на вот тех обоснованиях, которые вас больше устраивают. Так вот, я вам говорю, цена в системе этому слишком высока, чтобы так делать. Конкретно, вот чего вы добились? Вот вы написали, то есть вы пытаетесь как бы покрыть сообщение, как будто его нету. Но что конкретно это вам дало? Что вы открыли? Какие конкретные предсказания у вас? У нас миллиард конкретных предсказаний. Это еще отдельное видео будет про предсказания модели. У меня более того, будет не просто видео, будет серия роликов о том, каким будет конец системы. Сейчас, когда мы со всем фундаментом разберемся, будем разбираться с тем, как это все закончится. С нами, без нас. Когда это будет, мы не знаем, такая информация от нас скрыта. Проблема еще в чем? Проблема в том, что вот из этой догмы вырастает тот морально-релятивистский мир, на основаниях которого, в общем, эта догма-то и строится. То есть мораль не рассматривается как абсолютная, мораль рассматривается как относительная. И отсюда все вот эти вот не очень красивые вещи, которые мы видим. Понимаете, в старой парадигме, вот, например, самоубийство, это вообще было из ряда вон выходящее событие. То есть самоубийц их даже не хоронили на общих кладбищах. То есть считалось, что человек сделал настолько поступок, вот он не просто против себя пошел, не просто против близких, он пошел вообще против всей системы. То есть он лишил себя дара, дарованной ему жизни. То есть это было совершенно маргинальное действие. Если вы посмотрите статистику самоубийств до 19 века, это просто из ряда вон выходящие случаи. Их не было в таком масштабе. Сегодня это, да, страшное явление, которое оставляет свой след в поколение вперед, но материалистическая парадигма говорит, как бы, да, что, ни перед кем же ты ни за что не отвечаешь, поэтому, пожалуйста, если хочешь, мы просто попытаемся тебе выписать какие-нибудь там психосоматики или антидепрессанты, потому что твоя депрессия — это просто
внешнее заболевание, которое ничего не имеет с внутренним миром, потому что внутренний мир вообще относительно его у тебя нету. Кваля — это эпифеномен, побочное свойство материи. Понимаете, это вот всё вот это морально-релятивистская позиция, которая разлагает человеческую цивилизацию. Она её на самом деле разлагает. Все вот эти секты и субституты смыслов — это тоже порождение там 20 века. Парадигма, она реально, работает против всей системы. То есть она умножает энтропию в ней. Тот мир, в котором мы сейчас находимся — это мир максимизированной просто энтропии, такого количества энтропии, как сейчас. Энтропия — это вот когда, понимаете, целое делится на части. Вот сам факт вашего эгоцентризма, вашего нежелания быть вместе с системой, работать на благо системы, покориться системе. Вот сам факт того, что он вас искренне раздражает, вы не хотите этого делать, уже априори записывает вас в энтропийный модуль. То есть вы отделились от целого. И вот сейчас мы находимся в среде максимизации этой энтропии. То есть вот такого количества энтропии, как сейчас, не было раньше. При этом, конечно же, религиозный институт, во-первых, у него нету права монополии на истину, католического института. Во-вторых, у него нету права вообще, насильно кого-либо, там подвергать, христианизации. Тем не менее, это вызвало реакцию, сверхреакцию. И получается, что в материализме вот весь их догмат — это реакция еще и на травму. Вот ученых убивали, ученых подвергали преследованиям. Они очень боятся, что это вернется, и поэтому им так важно любую религию вообще запихать в самый дальний, там, в самый черный ящик из страха, что оно вернется и вот станет именно таким. Тем не менее, в исламском семиотическом корпусе, вы его обожаете, я знаю, есть тотальный запрет на какое-либо принуждение к религии. То есть к религии человек должен прийти сам, исходя из своих выводов, исходя из наблюдений, и не на основании только авторитета текста. То есть нигде в тексте не сказано, что ты должен принять религию, потому что так сказано в тексте. Там сказано: ищи знамения в себе и в людях, занимайся наукой. То есть ищи. Вы, конечно, в это во всё не верите, потому что вы живете всей этой догмой и всей этой пропагандой, которой уже больше 100 лет, и в итоге вы не получаете реальной информации. У вас есть параллельный мир, в котором вы ничего не знаете, и, к сожалению, на этом проходят ваши жизни. То есть люди живут и умирают, так и не поняв, где они вообще жили и ради чего. То есть смысл системы остается покрытым от них. Вы элементарно не можете объяснить мир. Вы не можете объяснить все происходящее в наблюдаемой нами Вселенной. Ваша модель методологически неадекватна, логически некогерентна и эмпирически несостоятельна. Вы являетесь деградировавшей исследовательской программой, которая сейчас вовсю пытается защитить свое ядро. Оно защищается, потому что это ядро крошится на части. Потому что вот это вот все не более чем вот эта вот система онтологического сокрытия, ну, или, система онтологической стабилизации, так ее назовем. Вот это вот все, это система онтологической стабилизации, сокрытие сообщения о смысле всей системы различными субститутами, которые придумали философы, Спиноза, Ницше и прочие люди, которые вообще не имеют достаточности основания, чтобы постулировать себя как некую истину в последней инстанции. То есть ни один из этих людей, ни один из этих ученых, ни один из этих философов, он не создал себя сам. Он не может доказать, что он создал себя сам. Следовательно, нет никакой достаточности основания, почему именно ему открылась некая истина о работе всей системы. На данном канале, в общем, мы развиваем нашу информационную архитектурную модель. Исследование ведется независимо, оно не получает никаких грантов. Если вы хотите поддержать модель, подпишитесь на Boosty. Это будет способствовать регулярному выходу этих видео. Также распространяйте их. Будем вместе заниматься наукой. Наукой, а не религиозными догмами о самозарождающейся слепой материи. Спасибо.